Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео начинается с того, что мы приехали в оптовый магазин Костка, чтобы закупиться продуктами перед Восточным Новым годом. Так как это оптовый магазин, то здесь поштучно вы практически ничего не найдете. Например, если зубная паста, то их вот 5 штук. Здесь еще со скидкой, то $12. Либо, например, детская паста тоже 4 штуки, все уже в упаковке, $14. И вот все вот в таком варианте. Косметика также. Вот, например, набор крема как-то для глаз, да, для век. Вот сколько здесь их? 5 штук. $24. И все вот так. Оптовая база Костка. Вот так выглядит промежуточная продуктовая корзина. Что здесь молоко для Дениса, помидоры, рыбка, йогурт, киви, сыр и овощи. Еще под низом яйца. В Костка за продуктами мы обычно ездим раз либо 2 раза в месяц. Чаще всего мы ездим туда за молочной продукцией, это в основном йогурт и разные виды сыров, так как в обычных корейских магазинах такого ассортимента не найти, ну и вкус совершенно другой. Мы уже приехали домой, и так как я была занята с Денисом, то мой муж разобрал все сумки и разложил все покупки в холодильник. Поэтому, к сожалению, я просто не смогла все вам заснять. И единственное, что мне остается, это показать вам, как я разделала рыбку и заморозила ее в холодильник. На самом деле я первый раз покупаю такую рыбу в Костка. Это семга. И у нас она вышла почти на 50 тысяч корейских вон, что в среднем в рублях выходит на 2800 рублей. А по весу этот кусок выходил чуть больше 1 килограмма. Корейцы те еще любители различных морепродуктов, поэтому обычно, покупая вот такой кусок семги, они его могут сразу разрезать и пустить на суши, либо сашими, либо еще что-то придумать. Но в отличие от корейцев, я не супер фанат вот такой свежей рыбы, поэтому я разделываю ее вот на такие кусочки и упаковываю в пакеты. У меня это пакеты из Икеа. И затем я уберу их в морозилку. Обычно я предпочитаю рыбу, которая просто прошла термическую обработку. Это приготовлено в духовке, либо сварено, либо пожарено. Я обычно делаю именно так, чтобы убить всех паразитов, которые есть в рыбке, и уже наслаждаться вкусным и полезным мяском всей семьей. Да, и поделитесь в комментариях, какую рыбку обычно покупаете вы и что вы с ней делаете. Солите ли вы ее, замораживаете, либо сразу она уходит на готовку. К вечеру я решила долго не стоять у плиты, и поэтому на ужин я приготовлю боккампап. Это корейское блюдо с использованием кимчи, риса, мяска и яиц. Сейчас я вам все подробно покажу и расскажу. Покажу основные ингредиенты, которые нужны для готовки боккампаба, корейского такого риса с кимчи обжаренного. Нужен непосредственно рис. Лучше всего, если он будет, знаете, ну не то что не свежим, но, например, вы его вчера сготовили и убрали в холодильник, чтобы он такой был суховатый. Затем у меня вот такой спэм. Это что-то наподобие, знаете, нашей колбасы.
Вот, если у вас есть колбаска, подходит. Если у вас есть сосиски, подходит. Если у вас есть какая-нибудь курочка, куриная грудка, тоже подходит. В принципе, любой формат мяса подойдет. И непосредственно кимчи. У меня это кимчи покым, уже как обжаренная кимчи, но можно и свеженькую, если у вас есть. У меня просто, я не нашла никаких других вариантов, кроме как вот этих. Поэтому буду использовать вот это кимчи. Сейчас мы обжарим, обжарим яички. И все. И потом я покажу, как все это будет по ходу пьесы. Поехали! Я беру 5 яиц, помыла их. И теперь разбиваю в тарелку и смешиваю. Сейчас я буду готовить яичницу-болтунью или скрэмбл. Сковородка у меня стоит на медленном огне. Я добавила обычное растительное масло и затем аккуратно вливаю взбитые яйца. После того, как яичная смесь немного схватилась, я начинаю аккуратно перемешивать ее лопаточкой. Если вы ни разу не готовили болтунью, то главное правило здесь – это готовить на маленьком огне, чтобы яйца получились воздушными и не зажаристыми. На видео может показаться, что я готовлю на сильном огне, все из-за того, что идет вот такой пар, но на самом деле это не так. Я переложила готовую болтунью в отдельную тарелку и перехожу к следующему этапу. Я беру свой спэм и нарезаю его кубиками. Размер кубиков должен быть плюс-минус 1 сантиметр. После того, как я нарезала колбасу кубиками, я выкладываю ее на сковородку. У вас это может быть чистая новая сковородка. У меня, так как в доме всего лишь одна, то я использую ее просто повторно. Наливаю также растительное масло, выкладываю кубики и обжариваю их до готовности. Еще я забыла сказать в самом начале, что вам понадобится соевый соус и кунжутное масло. Но отставим их немного в сторонку и возьмем наш рис и кимчи. Риса я сначала добавляю в сковородку немного, и потом по центру также добавляю кимчи и соевый соус. Затем я разминаю крупные кусочки риса и все тщательно перемешиваю. Если вы видите, что у вас слишком много кимчи в сковороде, то вы всегда можете добавить еще больше риса. После того, как я все хорошо перемешала, в самом конце я добавляю нашу болтунью, которую мы сделали в самом начале. И еще один раз все хорошо перемешиваю до однородной консистенции. Если вы хотите красиво оформить ваш покомпап, то можно взять вот такую достаточно глубокую небольшую чашку, поместить в нее покомпап полностью и затем перевернуть на более плоскую тарелку. Вот так. Кунжутное масло можно добавлять по вкусу, а также украсить сухой морской капустой и семечками кунжута. Вот такой аппетитный покомпап у меня получился. Я желаю вам приятного аппетита. Если вы до этого пробовали уже готовить корейские блюда, в особенности покомпап, то обязательно напишите в комментариях, как вам он на вкус и что у вас получилось. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Пока!